Мы продолжим наши беседы, интервью об истории Абхазии. И у меня первый вопрос. Какие имеются карты средневекового периода, в которых указана Абхазия? Где они издавались и в каких местах хранятся? Приветствую всех. Что касается поводу средневековых карт, сразу скажу, что когда ты занимаешься изучением этих карт, то очень легко можно заметить, что многие эти карты были изданы в тех странах, в тех городах-государствах, где занимались морской торговлей. Это такие города, как, скажем, Венеция, это города, как Генуя, это города Испании, Португалии. Очень много карт было издано в Голландии, потому что, как известно, голландские купцы, мореплаватели, они плавали в очень дальние страны. И, конечно же, прежде чем совершить какое-либо морское путешествие, да, или же отправиться в морской путь с целью, скажем, торговли, да, и не только с целью торговли, обычно составлялись карты. Но я сразу замечу, что многие картографы, которые составляли карты в те далекие времена, если мы говорим именно о Кавказе, они здесь никогда не были фактически, но, однако, они получали немало информации от путешественников, от тех же купцов, которые бывали на побережье Кавказа и так далее. Но мы, когда говорим о картах, то мы должны их разделить на две части. Были морские карты и были политические карты. Все-таки в эпоху XIII века, XIV века, XV века, так как карты были необходимы для дальних плаваний, то картографы были нацелены именно на создание морских карт. На морских картах мы с вами можем заметить, что все же на этих картах хорошо изображены побережья, бухты, скажем, Черного моря, но вы можете заметить, что очень часто те или иные страны, они располагаются иногда не в том месте, где они реально находились. Это очень легко можно заметить, скажем, по карте Батиста Аньеза или Диего Хумема, или по той же карте Джакомо Гастальди XVI века. Хотя на карте Гастальди XVI века там уже есть и политические границы в том числе. Но все же. Поэтому карты играли очень важную роль. Ну, такой вот простой пример, когда создавалась Португальская империя, скажем, в 15 веке один из правителей Португалии собрал картографов, ученых мужей, и недалеко от Лиссабона, на юге Лиссабона, он выделил место, где бы они занимались бы картографированием тех или иных мест. Сразу замечу, что эти карты были засекречены очень долгое время, потому что если бы эти карты попали в руки, скажем, неприятелей, дело в том, что противниками португальцев были кастильцы, кастильское государство на территории современной Испании, между ними очень часто шли войны, и эти карты были засекречены. Для чего же, скажем, вот в той же Португалии, это просто как пример, были составлены эти карты. Дело в том, что португальцы для себя открывали западное побережье Африки, и им нужно было новые места, где бы, скажем, они занимались бы торговлей, они бы покупали рабов, ну и так далее. И поэтому карты изначально многие, да и не только на территории Португалии, в той же Испании, в той же там Генуе, скажем, Венеции, Голландии, многие карты изначально они были засекречены, потому что в этих картах было немало информации, которым пользовались те или иные правители европейские, ну и также, конечно же, купцы. Если мы говорим об Абхазии, вообще о территории Кавказа, то самая такая ранняя карта, да, которую мы знаем, это карта Петра Висконти, это самое начало XIV века, где он изобразил побережье Абхазии и несколько городов. Но опять-таки по этой карте можно судить о том, что уже к началу XIV года определенная информация уже была накоплена европейскими картографами. Это очень хорошо можно заметить. Во-первых, побережье неплохо изображено, в том числе Абхазии, Черкесии, современной Западной Грузии,
современное северное побережье Турецкой республики. Но и также там изображены или обозначены те или иные торговые пункты. Например, скажем, как Саватополи, так тогда европейцы называли город Сухум современный, скажем, или Абхазия. Так очень часто Абхазия обозначена на некоторых средневековых картах. И, конечно же, в этих картах мы можем часто заметить, что крупные торговые фактории, они были обозначены именно красным цветом. Как, например, скажем, красным цветом обозначено Севастополь, современный Сухум, красным цветом обозначали Пезонда. Я напомню, что от слова Пезонда происходит современное название города Пицунда. Именно Пезонда так называли европейцы этот город. Например, населенный пункт Абхазия или Абхазия, там несколько вариантов написания этого топонима. Это примерно территория современного Цандрипш или же Гячерипш. То есть они красными цветами обозначали те пункты, где были большие торговый рынок, будем так говорить, да, или базары, где шла бойкая торговля. Денис, ты сказал, что большинство этих картографов, они не бывали на Кавказе. Вообще интересна технология, как они рисовали эти карты, как они представляли себе берег моря, горы, расстояния и так далее. Как они вообще рисовали, на чем рисовали, как они себе это представляли, тем более не побывав в этих местах. Да, здесь, конечно же, им в помощь приходили те же купцы. Все-таки были люди, которые рисовали побережье того же Кавказа или, скажем, той же нашей страны, да, Абхазии. Значит, потом, естественно, была специальная технология. Сейчас я не буду в это глубоко вдаваться, это отдельная тема, потому что довольно-таки интересная. И я хочу заметить, что над картами работали не просто картографы. Вообще, вот, когда мы говорим о картах, это не только работа картографов, это еще и работа художников. Дело в том, что в Европе очень любили красиво украшать карты. Или, скажем, если какой-то правитель или какой-то король заказал для себя карту, то они пытались эту карту очень красиво нарисовать. Но я здесь вот могу привести в пример. Это карта Джакомо Гастальди. Вот он изобразил Черное море. Конечно же, картограф мог просто изобразить побережье, скажем, Кавказа, но вы здесь можете заметить, что вот Черное море, здесь изображены вот такие кораблики. Да, вот как красиво, художественно оформлена карта. И таких карт, кстати, немало. Значит, хранится в различных архивах Европы. И поэтому все-таки карта это не только история, это не только география, это целое искусство. Над картами, когда, скажем, картограф создал или создавал ту или иную карту, потом вместе с ними работали очень много известных европейских художников. Поэтому карта, конечно же, еще в себе несет немало такой вот художественной информации. Конечно же, вместе с тем карта не делалась за день, за два, за три. Это был довольно-таки очень тяжелый труд, но он был необходим в те далекие времена. Какова аутентичность этих карт или же их подлинность? Не вносились ли в них умышленные изменения, когда, скажем, они переиздавались там, в таких случаях? Насколько они подлинны и несут правильную информацию? Вот по этому поводу я хотел бы чуть подробнее поговорить и, скажем, сделать разбор карты Джакомо Гастальди, что на примере мы сами видели, какую информацию реально несут те или иные карты, где есть ошибки. Безусловно, ошибки были, потому что все-таки накопление информации, накопление знаний в Европе о разных странах шло довольно долго. Я уже ранее говорил, картографы получали информацию от мореплавателей, от купцов, от путешественников. Или, скажем, когда с территории Кавказа или той же Африки, скажем, когда людей продавали в рабство, безусловно, что они тоже какую-то крупицу информации доносили до европейских картографов. Значит, что касается именно Абхазии, давайте мы с вами
просто для наглядного примера разберем карту Джакомо Гастальди. Очень интересная карта. Джакомо Гастальди это был картограф, очень известный картограф, итальянский. Работал он и в Венеции, и в Генуе. Это карта 1561 года, то есть карта 16 века. И вот здесь, я вот сейчас вам продемонстрирую, мы с вами можем увидеть, вот здесь вот он изобразил Османскую империю. Значит, в состав Османской империи здесь входят территории современного Сирии, Ирак, Саудовская Аравия, Египет и некоторые другие ближневосточные страны. Здесь же в состав Османской империи он включает современную Западную Грузию и включает частично территорию современной Абхазии. Значит, давайте начнем, наверное, с Армении. Вот здесь вот надпись, значит, Армения Прови, то есть провинция Армения. Выше, севернее над Арменией надпись Джорджан Реги. Вот здесь мы с вами видим. Выше над Джорджан Реги, то есть это Картля. Выше это Ибери-Реги. Ибери-Реги это Имеретия. Значит, еще восточнее от Ибери-Реги располагается Зуирия. Ну, так, по крайней мере, французы называли это государство или эту территорию. Но здесь они пишут Звирия. Здесь, значит, просматривается древнее название Иберии как Иверия. А вот на западе от Джорджани Реги и Ибери-Реги располагается Мигрелия Реги. Значит, давайте начнем более подробный разбор. В этой карте, это просто как пример, все-таки показана довольно пестрая политическая ситуация на Кавказе, но вместе с тем на этой карте допущены определенные ошибки. Цель картографа была не изобразить точные, будем так говорить, границы тех или иных владетелей. Это была изначально морская карта, да? И для него важно было изобразить именно побережье Черного моря. И поэтому здесь некоторые города, некоторые государства находятся не в том месте, где они реально находились. Давайте начнем с Армении. Например, на территории Армения провинц у нас располагается Тифлис. Вот здесь мы с вами увидим, вот Тифлис. И находится этот город на территории Армении по левую сторону реки Аракс. Но дело в чем? Дело в том, что река Аракс находится не на территории Грузии. На сегодняшний день эта река делит Азербайджан от Ирана. Там проходит граница между этими странами. И также по этой реке проходит граница между, скажем, Арменией и современным Ираном. Значит, выше реки Аракс располагается Грузия. И здесь вы видите озеро Сиван. Хотя мы понимаем, что озеро Сиван не находится на территории Грузии, находится на территории Армении. Но, чтобы вы понимали, тогдашние картографы реально думали, что Тбилиси находится на территории именно Армении. В связи с этим я вам хочу зачитать один интересный материал. Это материал тоже того века, значит, где мы сами читаем следующее. Тифлис, то есть столица Грузии, в настоящее время славится своими укреплениями. Но их не сравнить с тем, что было прежде, когда он назывался Артаксата, которую Артаксия, отец Тиграна, царя Армении, построил и укрепил по наущению Ганнибала. И это место было так хорошо, что Лукул, совершив набег и разграбив всю Армению, попытавшись взять осадой это место, где находились женщины и дети Тиграна, был вынужден снять осаду. Значит, выше Тифлиса, вообще по этим же письменным источникам, там говорится, что граница между Арменией и Грузией находится именно на реке Аракс. Таким образом, Тифлиси, или же современный Тбилиси, находится чуть более на 190 километров ниже его реального расположения. Давайте теперь пойдем выше. Джорджани Реги. Здесь мы с вами видим, это современная Грузия, а именно Картля, Картлийское царство. И здесь, в этом месте, имеются такие города, как Кори, Дербент,
хотя мы понимаем, что в 16 веке Дербент никак не мог быть частью Грузии. Если пойдем еще выше, мы с вами видим Эбея-Реги, это, скорее всего, Имеретия. И здесь города Кремух, Чепич и Азак. По поводу Азака. Азак никогда не находился на территории Имеретии. На самом деле этот город возник примерно в начале 13 века и был торговым портом Золотой Орды на территории современного города Азов. Этот город сегодня находится на берегу Азовского моря. Далее мы здесь с вами видим Кремух. Вот он, Кремух или Кремуч, так написано на карте. Этот город тоже никогда не находился на территории современной Грузии. Тут речь идет именно об Имеретии. Кремух находится на самом деле в Белореческом районе Республики Адыгея. Дело в том, что в Кремухе находилось небольшое княжество адыгское, и поэтому, конечно же, этот город автором ошибочно смещен с запада на восток на территорию Имеретии. Давайте мы с вами теперь, пойдем дальше, вот в западную часть. Мы здесь с вами видим большими буквами написано Мингрелия Реги, то есть регион Мигрелия. Здесь мы с вами видим города, такие как Санатополи, Горо, Фассо, и здесь мы с вами видим Пезонда написано. Дело в том, что эта карта хоть и 16 века, но все-таки он отражает события более раннего периода, ближе к 15 веку. И мы здесь с вами видим, что вот территория Абхазии, да, современная Абхазия, входит в состав Мигрелии. Но тут есть один маленький момент. Вот если мы с вами пойдем выше, мы с вами видим Абхазреги надпись, то есть регион Абхазия. И вот здесь надпись Аква. Это название города Сухум на абхазском языке. Как вы можете заметить, здесь тоже вот идет Мигреля, над Мигрель идут горы Кавказские, а над ним изображена регион Абхазия и Аква. Конечно же, кто-то может сказать, что почему там находится Аква, да, где-то там на севере, но по той же причине, почему Тифлис находится на территории Армении. Как я вам уже говорил, к сожалению, этот картограф сместил города, он их указывал не в тех местах, где они реально находились. Здесь выше, надпись, святая гора, так называется, выше Абхаз Реги. Конечно же, картограф, понимая, что здесь вот еще выше написано Черкесия, что между Черкесией и Мигрелией еще должна быть Абхазия, так у него не смог уместить, да, на побережье Абхазии, на побережье современной Абхазии, то он просто сместил Абхаз Реги и город Аква на север, как он сместил Имеретию. То есть здесь, на этой карте, допущены множество неточностей. Тифлис находится в Армении. Имеретия находится на севере от Картли, хотя мы знаем, что Имеретия никогда не находилась на севере Картли, находилась на западе от Картли. Город Аква находится не на берегу моря, а выше в горах. Кремух, который находится на Западном Кавказе, далеко смещен на территорию Имеретии. Вот таких неточностей на этой карте довольно-таки много. Я, кстати, хочу сразу заметить, что некоторые грузинские исследователи спекулируют на тему Джакомо Гастальди. К сожалению, себе это позволяют делать некоторые ученые, историки, но вы знаете, когда мы говорим о картографии, то каждую карту надо анализировать, исследовать, а не вырывать какие-то нужные, да, для себя какие-то моменты и представлять это общественности как некую правду. Такие люди забывают о том, что не только там город Аква не находится не на своем месте, да, там Тифлис не находится на своем месте, Кремух не находится на своем месте, Имеретия не находится на своем месте, ну и так далее. Но и вместе с тем на этой карте также, что вот важно именно вот для нас, здесь показана Пезонда, и граница вот за ним заканчивается владение Османской империи. Это все, вот здесь вот идет вот такая линия. Этой линии картограф хотел сказать, что вот в районе Пицунды заканчивается владение Османской империи. То есть, да, вот эти народы, которые находятся
в таком данническом положении, да, то есть не платят дань Османской империи или же османскому правителю. А вот запись зондой, здесь находится, кстати, вот Кайтаги Реги, это тоже очень важный момент, я об этом тоже хочу сказать, потому что Кайтачи Реги или Кайтаги Реги, кто-то может подумать, что Кайтаги это может идти речь о кайтагах, которые жили на территории Дагестана, но это не так. На этой территории чуть позже будут указаны команы или камания. Дело в том, что это половцы и печенеги, но, как мы знаем, на территории современного Гагарского района, на территории современного Сочи, Адлер, Лоо, там никогда не жили никакие тюркские народы, поэтому, значит, они жили на севере, на Северном Кавказе, но, как вы можете заметить, автор смещает, значит, половцев, печенегов на юг, на побережье Черного моря. Это примерно между реками Пшадой и Бзып. То есть это вот такой наглядный пример того, что все-таки, когда мы говорим о картах, очень нужно быть аккуратным и внимательным. Дело в том, что когда ты изучаешь карты, надо изучать еще и к ним нарративные источники, да? Потому что сами по себе карты где-то могут ошибаться. Опять-таки, это объективный факт, что люди могли в чем-то допустить ошибку, учитывая, что картограф сам никогда ведь не был на Кавказе. Информацию он получал от третьих лиц, ну и так далее. Поэтому вот такой вот короткий разбор. Эта карта нам дает представление, в целом, в общем, представление о той информации, которой владели в те далекие времена люди, картографы. Денис, мог бы ты перечислить другие карты средневекового времени, где указана Абхазия? Хотелось бы знать, как указана Абхазия, о названиях населенных пунктов, какие политические границы там были обозначены, как они смещались, перемещались, и, конечно же, о соседях Абхазии, как они были обозначены. Вот если в общем, мог бы ты нам рассказать? Да, конечно. Ну, раз значит, мы заговорили о наших соседях, ну, я вам хотел бы продемонстрировать карту очень известного французского картографа. Это был не просто картограф, это был королевский картограф, который внес огромный вклад в картографию европейскую. Это карта 1723 года. Работа Гийома де Лиль. У него есть очень интересная карта. И вот здесь мы с вами можем видеть надпись «Абаза Independence», то есть независимая Абаза, или же Абхазия. Значит, он здесь обозначает значит, регионы современной Грузии, он их выделил в отдельный цвет, Абхазию он выделяет отдельно, и граница вот здесь проходит по реке, а здесь написано Кодори, да? То есть по реке Кодор. Как мы сами знаем, в XIV веке Мигрельское княжество захватывает территорию современной Восточной Абхазии, и какое-то время территория примерно, ну, если говорим о современной территории Абхазии, от реки Эгры или же Ингур до современного Сухума была захвачена Мигрельским княжеством и долгое время находилась в составе этого политического образования. Однако, уже начиная примерно с 15 века, потом в 16 веке и уже окончательно к 17 веку была реконкиста, да, абхазская реконкиста, то есть возвращение тех территорий, где жили этнические абхазы в состав абхазского княжества. Здесь мы с вами видим границу между Мингрелией и Абхазией по реке Кодры или Кадор, как мы иначе называем. Но здесь тоже картограф кое-где допускает ошибки. Например, здесь написано «Порт де Сухум», написано, но Порт де Сухум указан на границе Мигрелии и Абхазии, то есть у реки Кадор. Почему? Некоторые считали, ну и считают, наверное, сейчас тоже, что древняя Диоскурия располагалась не на территории современного города Сухум, а на территории села Дзюбжа, то есть по левую сторону реки Кудра. Насколько
это правильно. Но все-таки ученые считают, что Диоскури находился на территории современного Сухума. Поэтому некоторые картографы считают, что тут надо под Диоскури или Себастополь подразумевать не современный Сухум, а именно село Адзубже. Поэтому картограф счел, что порт Сухум находится именно на территории села Адзубже, поэтому вот здесь вот на границе между Абхазией и Мигрелией у устья реки Кудры изобразил порт Сухум. Вот такая вот карта, интересно, могу вот увеличить, чтобы вы увидели. Хотя на самом деле, конечно же, Сухум находился далеко от реки Кадор по правую сторону. Здесь мы с вами видим надпись Дандар, это современная Дранда. Видим с вами надпись Дербент. Я напомню, что на сегодняшний день город Дербент находится в Дагестане, считается одним из древнейших городов в России, но город с таким названием был и в Абхазии. Под этим названием подразумевали турки именно город Гагра. Значит, здесь мы с вами дальше видим надпись Сей, называется, вот такой вот город, и надпись Абаза. Но здесь хочу заметить, что вот указана река, написано река Саугул написано, то есть это Сухум. То есть здесь находится порт Сухум, получается, вот где современный Кадор, а вот река Сухум находится уже где-то примерно в центре независимой страны Абаза. И вот здесь вот такая вот интересная надпись Шервасыш Дей написано. Я так понимаю, что тут написана фамилия правителей Абхазии. Вот такая вот очень интересная карта. Что касается наших соседей. Здесь очень часто на многих картах надпись «Царство Мингрелия». Вот такая вот надпись. Значит, на западе от независимой Абхазии, точнее на севере, тут написано «Лес Зиквес», то есть это Зихия, вот она, это территория черкесов. Я напомню, что под зыхами с древнейших времен очень многие авторы подразумевали именно черкесов. Мы тоже, абхазы, на своем родном языке черкесов называем зуху или зухны. Зухны — это черкесия, зуху — это черкес. Но вместе с тем, вот здесь, выше этой надписи, большим буквой написано Черкасия. Написано, да, вот здесь вот вы видите. Это вот, значит, территория расселения черкесов. Здесь также имеется надпись Монт Кавказы, то есть это горы Кавказские. Вот здесь видите надпись Аланес, да, то есть это Аланы. Дальше здесь идет Карачоли, это карачаевцы. И здесь написано вот Пятигорские, это пятигорские черкесы, которые жили на Северном Кавказе. Есть, конечно же, и другие карты, довольно-таки интересные карты, их довольно-таки много. Мы, естественно, в рамках сейчас значит, этой программы не можем всего указать. Я бы хотел вам продемонстрировать еще одну интересную карту. Это карта 1559 года Диего Хомема, кстати, португальского картографа. И вот здесь вот такая интересная карта, побережье Абхазии мы с вами видим. Написано Мигреля. Как я вам говорил, и этот картограф тоже сместил Мигрелю не в том месте, да, где он вот реально находится, но потому что это все-таки морская карта. Здесь картограф не ставил себе цель изобразить именно какие-то политические границы и так далее. Мы здесь с вами видим, значит, на территории современной Абхазии вот такой флаг с изображением полумесяцев. Но это скорее не флаг. Вот знаете, у нас, когда мы говорим об истории Абхазии, и не только об истории Абхазии, вообще об истории всего Западного Кавказа, мы должны понимать, что если мы с вами видим на карте какой-то, как нам кажется, флаг или герб, надо все-таки делать маленькое уточнение. Над этой картой работал не только картограф, но еще и работал, конечно же, художник. Что вот этим флажком хотел сказать нам картограф? Картограф нам хотел сказать всего лишь то, что эта территория или этот регион находится во владении Османской империи. Если говорить по правде, да, это не какой-то флаг, это не какой-то герб, это просто вот таким вот красивым флажком
картограф хотел сказать, что вот этот регион находится под властью Османской империи. И не более того. То есть такого флага никогда не было на территории Абхазии. Это просто такое красивое художественное оформление картографии художника. Здесь мы сами видим другой флаг. Кстати, а вот этот флаг уже реальный, потому что это флаг Генуя, генуэзского государства. Хочу заметить, что и поныне этот флаг является флагом современного города Генуя, да, итальянского города. Но здесь мы сами видим надпись на побережье Абхазии Саватополи, надпись Пезонда, надпись. Здесь мы сами видим надпись Кавабуксё, то есть это современный город Гудаута. Потом мы здесь сами видим, вот тут есть надпись Порто Мингрело написано. Это рядом, вот получается, вот Сухум, вот здесь Саватополи написано, вот здесь Порто Мингрело, это современный Киласур. Как я вам уже говорил ранее, почему вообще здесь изображена Порто Мингрело? Не потому, что там жили мингрелы. Этот топоним не несет в себе какой-то такой отпечаток, да, будем так говорить, этнический. Значит, здесь речь всего лишь идет о политическом положении. Как я вам уже ранее говорил, в свое время часть территории Абхазии была захвачена мингрелами, мингрельским княжеством, и поэтому, значит, под Порто Мингрело имеется в виду, что в политическом смысле. Есть, конечно же, и другие карты, довольно-таки интересные. Например, скажем, вот такая очень интересная карта на французском языке. Вот побережье Абхазии здесь вот изображена. Здесь у нас имеются города такие, как Субаши, Вардан, Мамай, Кечилер, Эрделер, то есть связано с фамилией Ардыба, Дербент, Сохум, вот видим с вами надпись Сохум, такая надпись, очень такая красивая, интересная карта, где изображена территория Абхазии, наши города. Но здесь, когда мы говорим значит, о картах, я бы хотел вам еще продемонстрировать вот такую интересную карту, где изображена открытая ладонь на красном фоне. Это карта 1380 года. Вот на побережье Абхазии вот изображен флаг абхазов. Такой интересный флаг. Кстати, когда Царство ему небесное Валерий Гамги создавал абхазский флаг, современный абхазский флаг, как раз таки он взял за основу некоторые карты, да, и в том числе эту карту, которую я вам демонстрирую. Здесь, конечно же, рука изображена по-разному, и вертикально, и горизонтально. Есть и другие карты тоже, где имеется изображение флага Абхазии и, значит, побережья Абхазии. Так что, конечно же, когда, как я вам уже говорил, когда мы изучаем те или иные карты, надо быть очень осторожным, очень аккуратным, потому что где-то могут быть ошибки. Например, я вам продемонстрирую очень интересную карту, тоже Джакомо Гастальди, я вот вам подробно разбирал эту карту. Есть его другая карта, называется эта карта Московия Новая Табула, новая карта Московии, это 1548 год. И вот здесь, кстати, если на предыдущей карте этого же картографа мы с вами видели, что Тифлис находится на территории Армении, то на этой карте Тифлис находится на Северном Кавказе. Вот здесь вот написано Тифлис, значит, написано, Тифис написано, находится на Северном Кавказе. Но здесь в этом случае уже Зыхья и Ауагазия, то есть Абхазия, уже находится на своих местах, как и Мигреля. А вот Кремух, ну, он уже правильно изобразил город Кремух, да, я вам говорил о том, что на той карте Кремух находится на территории Меретии, а здесь Кремух он все-таки более правильно изобразил рядом с рекой Кубань. Тоже вот такая вот интересная карта. Ну, Денис, понятно, что в ту эпоху картография не столь была сильно развита, были допущены ошибки, но тем не менее они несут очень ценную, интересную информацию. В связи с этим у меня такой вопрос: какие существуют источники, способные подтвердить или опровергнуть информацию, получаемую с карт? Это может быть письменные, археологические названия рек, городов и так далее, и так далее. Вот какие бы ты привел примеры в подтверждение либо в опровержение данных, получаемых с карт? Ну вот смотрите, я вам продемонстрирую еще одну карту.
написано Great Abkhazia, Великая Абхазия. Возникает вопрос, почему? Почему на некоторых картах существует Великая Абхазия? Ну, я говорю Абхазия, в средневековых картах они указаны как Абазия или Абаза. Именно так называли нашу страну. С чем это связано? Почему? Значит, конечно же, здесь нам помогут источники, письменные источники. И их немало. Например, скажем, вот я вот здесь вам продемонстрировал карту Делил, да, где он, значит, границу между Абхазией и Грели он провел по реке Кудры. А есть ли письменные источники, которые это подтверждают? Конечно же, есть. Давайте возьмем работу Арканджело Ламберти, где как раз и граница между Абхазией и Грели указана именно по реке Кудра. Давайте возьмем работу Жана Шардена. Очень известная работа, кстати, рекомендую по возможности его прочитать. Очень интересный вообще материал о нашей стране, да и не только. Значит, конечно же, такие материалы есть. Или, скажем, если мы возьмем работы Николя Сансона. Николя Сансон не только создавал хорошие карты Кавказе, но он также приложил к ним интересные материалы. Таких материалов довольно-таки много, я просто могу долго перечислять эти карты, эти материалы. Конечно же, такие материалы есть, потому что когда мы все-таки надо сопоставлять, да, ты берешь карту, изучаешь, и берешь другие карты, сопоставляешь, анализируешь, если есть возможность, ты к ним находишь определенные письменные источники, и у тебя есть определенная картина, да, это как пазл, да, который складывается. Все-таки это большой труд, этим надо заниматься. И, скажем, например, вот если изучать историю Турции, да, Османской империи, тоже, кстати, очень важно для нас. Я уже как-то говорил о том, что да, у нас, к сожалению, в этом плане, да, вообще в изучении османских архивов пока что немного слабо, к большому сожалению. Но все же, например, для того, чтобы мы поняли, да, о взаимоотношениях Османской империи с Абхазией, все-таки материалы османские надо изучить. Я вот вам продемонстрирую еще одну карту, вот очень такая красивая карта с изображением Абхазии. И вот здесь тоже видите, здесь изображен такой стилизованный замок. Здесь, я так понимаю, что это мечеть, вот, на территории Абхазии. Вот, и над мечетью вот изображен вот такой вот флаг. Опять-таки, это я сразу замечу, что это не флаг, это таким образом картограф хотел сказать, что на территории Абхазии действует, как сегодня сказали бы, юрисдикция, да, Османской империи, что мы находимся в подчинении Османской империи. И здесь интересно, что он изобразил мечеть. Я напомню, что на территории Абхазии имелось немало мечетей. К сожалению, многие из них на сегодняшний день не сохранились. Карты нам иногда дают ту информацию, которую, возможно, нам не дадут письменные источники. Например, почему та же вот Great Abkhazia, да, с чем это связано? Можно ли там в материалах 16 века найти, где указана Великая Абхазия, вообще с чем это связано? Почему так? Или, например, вот у нас в старину абхазы говорили Акадудзапснахуче, да, большая малая Абхазия. А где находится эта малая Абхазия? Вот, если бы у нас не были бы карт, то мы с вами, наверное, так и никогда не узнали бы, где это вообще находится. Например, скажем, у нас тут есть и некоторые другие очень интересные карты, где мы с вами можем обнаружить ту самую большую или малую Абхазию. Это тоже очень важно, когда мы говорим об истории нашей страны. Потому что, например, под малой Абхазией очень часто подразумевали территорию современного Абазашта, там где живут абазины, или же территорию от реки Бзып и далее в сторону же Сочи, Лоо, в ту сторону. А под Большой Абхазией подразумевали именно территорию современной Абхазии. Но мы, когда говорим о 16, скажем, веке, мы в письменных источниках ты не всегда встречаешь, скажем, границы. Вот где, например, находились границы Малой Абхазии. Но на средневековых картах у нас есть ответ, значит, на этот вопрос, кстати. Вот. Мы сейчас работаем над этим вопросом. Я думаю, в скором времени очень многие узнают много чего интересного
об этих картах. Вот я вам продемонструю еще одну как раз интересную карту. Вот она у меня здесь передо мной. Это немецкая карта. И здесь написано «Der Groß Abasa Apsны», то есть Великая Абхазия или Апсна. Вот такая вот надпись. А вот здесь, на Северном Кавказе, написано Малая Абаза. Вот здесь написано Малая Абаза, здесь написано Великая Абаза или Апсна. Кстати, немецкие картографы иногда обозначали Абхазию именно как Апсна. Есть, конечно же, и другие некоторые интересные карты. Например, скажем, вот я вам уже говорил, да, о том, что некоторые картографы там допускали определенные ошибки. Если видите карту Батистанеза, вот такая интересная карта, и здесь вот написано большими буквами Мингреля, но дело в том, что там надпись, где рассказывается о том, что там живут черкесы. Вот. Это морская карта. Имеются ли карты, которые недоступны для нас, они где-то хранятся, но хотелось бы их заиметь? Скажу так. Конечно же, есть такие карты, но опять-таки мы с вами живем в 21 веке, и надо сказать, что многие карты оцифровываются, особенно вот во Франции, в Германии, в Испании. Кстати, в Испании огромный архив. Огромный архив Национальной библиотеки, где хранятся очень много интересных атласов, очень много интересных карт. Все-таки держава испанская, которая занималась торговлей, морской торговлей, они создали очень много интересных карт. В Италии очень много интересных карт. Но на сегодняшний день заполучить их возможно. В Москве тоже, кстати, немало карт в Москве, в Петербурге. Но что касается именно Абхазии, большинство карт касаемо нашего региона сегодня без проблем возможно заполучить. Без проблем. И я в завершение хотел бы сказать, что, конечно же, когда мы говорим о картографии, это все-таки большая тема, мы сегодня так коротко об этом говорим. Если мы говорим о нашем регионе, Кавказском регионе, то нам эти карты дают очень много интересного. Этническую ситуацию можно изучить по картам. Например, кстати, вот есть карта 19 века, где на территории Абхазии, где проживали именно этнические абхазы. На территории там, Западной Абхазии, Центральной Абхазии, на территории современного Бжюва, да, Чемчирский район, тот же Мырзаган, кстати, который некоторые пытаются приписывать к мигрелам. Там подавляющее большинство жили абхазы, и это указано на одной из карт. Кстати, эта карта зарубежная, европейская карта. Его составитель занимался изучением территории Абхазии. Эти карты дают нам представление о политической ситуации на Кавказе. И, знаете, в связи с этим мне тут вспомнились слова арабского географа, историка Али Аль-Масуди. Он сказал такую прекрасную вещь. Горы Капх, то есть это Кавказ, представляют из себя громадную горную цепь, содержащую в себе на своем громадном протяжении значительное число царств и племен, что вновь и вновь подтверждают те самые карты, которые мы с вами изучаем. Спасибо, Денис, за такую интересную информацию.